Почти 5 лет назад Борис взял из приюта безымянного щенка, напуганную девочку, маленькую и неприметную среди десятков таких же никому не нужных малышей. Спустя годы она отплатила не менее ценной услугой, спасла его жизнь от начавшегося пожара. Наша героиня попала в приют «Доброе сердце» в возрасте 3 месяцев вместе с другими такими же никому не нужными щенятами. Она ничем не выделялась среди своих маленьких друзей, имени у нее не было, и шансы на пристройство были ничуть не выше, чем у любой другой собаки. Видимо, сама судьба распорядилась так, что этой девочке повезло, ее заметил Борис и забрал в свой дом. Там она получила имя Сэмми. Поначалу не просто было поладить с активной и любопытной Сэмми. Она отгрызала углы у дивана, потрошила обивку, портила обувь и даже срывала с пола новенький линолеум, но Бориса это не смутило. Он нашел общий язык с девочкой, и в итоге ее мелкие акты членовредительства со временем прекратились. Время шло, росла и красавица Сэмми. Вскоре она была уже длинноногой и большеухой собакой, а не неловким щеночком. В одно утро Борис проснулся от оглушительно громкого лая Сэмми. Он подошел к входной двери, чтобы выяснить, что же так обеспокоило питомицу, и тут же почувствовал едкий запах дыма. Молодой человек за пару минут оделся и, подхватив Сэмми, выбежал из квартиры. На этот момент все ее комнаты уже были заволочены дымом, сквозь который сложно было что-то разглядеть. Оказалось, что в подъезде загорелась электропроводка, а соседи, в панике сбегавшие по лестницам и стучавшие в квартиры, не смогли разбудить Бориса, так как он спал в дальней комнате. Молодой человек считает, что спасся только благодаря лаю Сэмми. В награду красавица получила любимую телячью кость и новые игрушки. Вот так собака отблагодарила своего хозяина за то, что когда-то он заметил ее и взял из приюта. Сэмми уже 5 лет живет вместе с Борисом, и он считает собаку своим настоящим другом. У девочки есть все, о чем только можно мечтать, а главное, любимый хозяин рядом. Расскажите, а помогали ли питомцы вам в сложных или даже экстремальных жизненных ситуациях?